Захарята, всем привет! Вы на канале Своими руками. С вами Макс Захаров. И сегодняшняя тема, наконец-то, про стройку бани подошла к тому, что нужно баню нашу утеплять. А кто не смотрел начало этих роликов, как построить баню своими руками, можете найти все ролики под этим видео в описании. Началом ролика, ребята, кто первый раз у нас на канале, обязательно подпишитесь и обязательно поставьте лайку. В общем, люди, когда подходят к этапу утепление бани, у всех сразу встает глобальный вопрос, наверное, один из основных: как же лучше утеплять баню, изнутри или снаружи. Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно сначала понять, какая у вас баня будет. Промерзаемая или же весь холодный сезон она будет у вас отапливаемая и поддерживать плюсовую температуру. Если вы планируете какие-то обогреватели там, или печь, или теплые полы у вас будут, и в бане постоянно будет у вас плюсовая температура, часть стены прогревается изнутри и становится теплой. В зависимости от толщины стен, может это в середине, может сдвигаться в любую сторону. Ну и, соответственно, ближе к улице эта часть остается холодной. Ну или промерзшей. Если же у вас будет баня промерзаемая, то есть вы ее натопили, в субботу, в воскресенье, скажем, попользовались, потом до следующих выходных она будет остывать. И у вас тут будет уже минус. Естественно, эта стена будет остывать и опять промерзать. При следующей протопке, как вы начнете затапливать, эта стена начнет опять оттаивать. И вот эти вот многократные процессы, они не очень, скажем, хороши для бани. Если мы определились, и у нас будет когда система отопления, и в нашей бане будет весь отопительный сезон, то есть всю зиму, весь холодный период, поддерживается плюсовая температура. Соответственно, рентабельней утеплять снаружи, рентабельней и правильней. Так как все помещения жилые, они подразумевают наружное утепление. Внутреннее утепление вообще не подразумевается, только в крайних ситуациях. Ну или каркасные там дома, представители каркасных домов. Что при этом происходит? Наша стена, она прогревается, в положительной зоне всегда теплая, в бане всегда комфортная температура получается, и, соответственно, стена наша как аккумулятор тепла. Излишки энергии тепловой она берет на себя, прогревается, соответственно, в просадках каких-то, если у нас с отоплением какие-то там проблемы, какие-то провалы, эта стена тепло обратно дает в помещение, тем самым долго поддерживая в помещении тепло. Это комфортно, это удобно и это правильно. Если же при таком утеплении, то есть наружном, сделать баню промерзаемой, соответственно, систематично ее топить раз в неделю или 2 раза в неделю, а остальные дни она будет остывать и до минусовых температур и будет охлаждаться. Это неправильное утепление. Такое утепление применять для такой бани, для промерзаемой, нельзя. Допустим, мы в субботу натопили, использовали баню, все, уехали, и баня начала плавно остывать. И там во вторник, в среду она уже минусовая температура в бане, соответственно, стены начинают охлаждаться. При последующем, когда мы будем ее топить, приехали, допустим, в субботу, воскресенье следующее, начали топить, температура плюсовая, начинает нагреваться, эта стена начинает опять прогреваться. Соответственно, в нашей стене будут постоянно движения паров, даже если у нас будет тут качественная пароизоляция, так как стена будет то плюсовая в холодный период времени, то охлаждаться, переувлажняться, и вот эти вот движения паров, они не очень благоприятные, так как будут выходить сюда, упираться у нас в утеплителе даже возможно скапливаться. Между утеплителем здесь может возникнуть образование куржака. Еще одно малоприятное явление, когда у нас стена была ледяная, холодная, мы начали топить баню, соответственно, в бане уже плюсовая температура везде, воздух прогрелся, стена еще ледяная. Пароизоляция, получается, у нас, если даже сделана, а ее может быть и не сделано, не быть, соответственно, на этой части будет интенсивно образовываться капельки влаги. Так как в помещении тепло, а стена холодная, на холодных частях образуется в первую очередь влага.
Если пароизоляция, то будет на пароизоляции интенсивно, будет все это бежать. Если пароизоляции нет, то тем более плачевно будет на поверхности стены образовываться, потом будет влага уходить в стену, соответственно замерзать, потом перемещаться на внешнюю часть, и эта влага может потом появиться между утеплителем. Соответственно, если у нас баня так называемая перемерзаемая, когда у нас есть плюс, потом есть минус систематично, то такую баню нужно утеплять изнутри. В основном делается каркас. Если у нас утепление на 50, то делается брусок или там применяются какие-то либо профиля на 50. Делается каркас на стену. Между каркасом укладывается утеплитель. И на этот же каркас потом делается пароизоляция. Между утеплителем и стеной прокладывать ничего не нужно. Пароизоляция обязательно с нахлестами тут на стены, на пол, все эти перехлесты все проклеиваются. Порнушка у нас. В порнушке у нас фольга. Фольга играет роль пароизоляции и отражающей мембраны. Все инфракрасное излучение, которое идет от печи, оно отражается обратно в помещение. Фольга играет роль двух материалов в этом случае. Фольгу лучше, конечно, использовать или специальную для саун, есть там подобие на фольги, какие-то всякие сейчас современные материалы, или же фольгу на бумажной основе, потому что просто фольгу неудобно монтировать, она очень легко рвется. Также мойка, помойка, там можно или фольгу, или же пароизоляцию уже использовать. Комната отдыха, там пароизоляцию используем. Все, там фольгу желательно не использовать. Так как у нас пароизоляция, мы знаем, простая пароизоляция для помещения, она шершавая, соответственно, комната отдыха, получается у нас комната повышенной влажности. Когда у нас в парной высокая температура, мы там паримся, там градусов 70, распаренные, разжаренные, все потные, сырые, вышли, облились, выходим в помещение, в комнату отдыха. В комнате отдыха температура гораздо меньше, и когда мы открываем двери, вот эта влага, пары выходят. И так как меньше там у нас температура, соответственно, пары, они там не могут удерживаться в воздухе, они начинают конденсировать, то есть появляться капельки росы на всяких различных участках, в основном на холодных участках, на стеклах, где-то могут на углах или еще где-то. Вот, в этой комнате желательно использовать пароизоляцию шершавую, что если где-то пары будут на пароизоляции образовываться, соответственно, чтобы они не собирались в лужицу, они просто равномерно увлажнились бы стены и потом плавно высохли, чтобы не создать никакой плачевной ситуации для нашего каркаса, перекрытий, для деревянных различных элементов. Короче, шероховатой стороной в помещение делаем. В этой ситуации у нас на улице минус, стены наши охлаждаются один раз за сезон, и они всегда остаются в холодной зоне, они холодные. Помещение, когда мы начинаем топить, у нас поднимается температура, то есть нагреваем только воздух в помещении, воздух теплый, паримся, греемся, уходим из помещения, потом желательно открыть все вентиляционные отверстия, есть окна, двери, проветрить помещение, чтобы быстро все высохло, температура упадет до минусовой, а стена как была минусовая, она так и остается. И у нас, получается, нет воздействий негативных на наши стены. Ну и потолок, утепление потолка. С полами у нас был отдельный ролик, мы уже разобрались. Как же сделать утепление потолка? Утепление потолка в бане делаем так же, как в жилых помещениях. Есть у нас лаги. Подшиваем снизу пароизоляцию. С этой пароизоляцией, эту я черным цветом пароизоляцию нарисовал, эту красным. То есть перехлест делаем или эту сюда, или эту в перехлест. Все обязательно проклеивается скотчем, все стыки. Это, соответственно, сюда. Тут дальше пароизоляция, все проклеивается. Подшивается тут доской черновой потолок. К ней же потом подшивается вагонка. Сюда закладывается утеплитель. А также не забываем про вот этот узел. Утеплитель закладывается прямо на стены до края стены. Различные конструкции стен. Здесь
ставится подпорная доска или же тут даже газоблок, пеноблок укладывается, но подпорная доска и утеплитель до края вот этой стены все утепляется, то есть верх стены, чтобы вот этот угол у нас не промерзал. С этой стороны, соответственно, также. Опять же вопрос, нужно ли что-то сверху там укладывать? Повторюсь, если у нас крыша есть вентиляция, решетка какая-то, фронтоны все зашиты, соответственно, укладывать никаких мембран дополнительных не нужно. Если же просто двускатная крыша там или односкатная, вы не успели зашить фронтоны или подшить свесы, что есть очень сильный сквозняк и возможность залазить там кошкам, птичкам, соответственно, можно уложить здесь ветрозащиту какую-нибудь. Мембрана дышащая, ветрозащита, для того, чтобы просто ветром не колыхало утеплитель и не разносило его. Также очень частый вопрос, как же делать легкие перегородки в бане. То есть мы построили баню большую, и нам нужно разделить. По принципу каркаса можно сделать перегородки. Если у нас парная, делаем бруски, закладываем между брусками утеплитель, с обоих сторон делаем пароизоляцию. Пароизоляцию смотрим, если у нас пароизоляция смотрит в парную, соответственно, это фольга должна быть. Если сторона в комнату отдыха, соответственно, простая пароизоляция. Утеплитель закладывается, делается контррейка, на нее уже потом чистовая вагонка зашивается. Все, такая легкая и быстрое возведение стена и держит температуру неплохо. Быстрая и не очень дорогая в монтаже, а также она легкая. Ну все, ребята, собственно, вот такая тема. Если что-то непонятно, пишите вопросы. Если что-то там неправильно рассказал, поправляйте, пишите в комментариях. Ну а следующую тему я планирую про вентиляцию бани. Рассмотрим самые примитивные вентиляции, какие существуют, и какие плюсы и минусы есть. Соответственно, не забудьте подписаться, не пропустите ролик, ждите. Все, всем пока и удачи.